Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре шикарнейшая тема. Мы поговорим о лучших фильмах десятилетия в период с 2000 по 2009 год. Как всегда, делая такие ответственные топы, я обращаюсь к зрителям со всего мира. 15 сайтов на более чем 10 языках, от Европы до Азии, от СНГ до Америки. Именно мировые оценки зрителей сформировали этот рейтинг. Ну и напоминаю, кто не подписан, обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать лучшее из мира кинематографа. Погнали! Ну что ж, от худшего к лучшему открывает наш топ культовая лента от культового режиссера Роберта Земекиса «Изгой». Чак Нолан – скрупулезный и ответственный работник почтовой службы. Он занимает там очень высокий пост, из-за чего практически не видится с любимой женой. Однажды, отправившись сопровождать груз, Чак попадает в авиакатастрофу, в результате которой оказывается на необитаемом острове. Долгие 4 года он живет вдали от цивилизации, делая все возможное, чтобы выжить и не сойти с ума от одиночества. В любом случае, лучше попытать счастье там, в океане, чем оставаться здесь и подыхать на этом проклятом острове, проводя остаток своих дней, болтая с тупым волейбольным мячом! Далее отличная лента, которая уже фигурировала в моем топе лучших фильмов головоломок. «Счастливое число Слевина». В центре сюжета молодой парень по имени Слевин, у которого в жизни началась черная полоса. Он остался без жилья, плюс ко всему его девушка ушла к другому. И вот один из его друзей предлагает пожить у него в квартире, после чего оказывается, что этого друга разыскивают преступники. Сразу несколько бандитов начинают требовать у Слевина свои деньги, и отговорки, что он не тот, кто им задолжал, не принимаются. Вот он. Канзас-Сити Шаффл. Все смотрят направо, а ты идешь налево. Кстати, «Счастливое число Слевина» я смотрел в оригинале по совету своего преподавателя из Wall Street English, ведь так английский прокачивается гораздо быстрее, словно ты Брэдли Купер, который съел парочку НЗТ. Wall Street English – мировой лидер среди школ английского языка. 100% онлайн-курс английского теперь доступен студентам по всей России. Никакого русского на уроках. Вас ждут увлекательные разговорные занятия с сертифицированными преподавателями и крутой обучающий сериал. Мультимедиа задания можно выполнять прямо с ноутбука или телефона, а расписание онлайн-занятий действует на 22 часа в сутки. Кстати, свой прогресс в изучении английского можно визуально отслеживать прямо из личного кабинета. Здесь даже есть специальная программа для отработки правильного произношения. И это еще не все. Только у Wall Street English вы можете брать практические разговорные занятия с носителями языка и студентами из других стран: Франции, Италии, Швейцарии, Израиля и других. Это бесплатно в рамках уже оплаченного курса. У каждого студента есть свой персональный наставник, который будет мотивировать и поддерживать на протяжении всего обучения. С такой поддержкой вы выучите английский быстро и с финансовой гарантией результата. Друзья, прямо сейчас пройдите бесплатный тест на сайте школы, узнайте свой уровень владения английским языком и получите пробный онлайн-урок. Скорее, переходите по ссылке в описании, забирайте полезный подарок от Wall Street English и не забывайте, что ваш успех только в ваших руках. Основанная на реальных событиях биографическая лента «Невидимая сторона» рассказывает о судьбе темнокожего парня Майкла Ора. Еще в детстве его забрали из неблагополучной семьи, после чего тот скитался по приемным семьям, но неграмотность и габариты парня так и не позволили ему обрести дом. И вот, когда он в очередной раз остался без жилья, его находит обеспеченное семейство Туи. Вся семья очень быстро привязывается к парню и дает Майклу то, чего у него никогда не было – семью. И самое главное, помогает найти свое место в жизни. Тебе есть где ночевать? Не смей мне врать. Я видел этот взгляд много раз. Она настроена серьезно. Идем. Мотивирующий биографический фильм «В погоне за счастьем». Как вы поняли, лента также основана на реальных событиях и рассказывает историю Криса Гарднера, отца-одиночки, который изо всех сил старается, чтобы его 5-летний ребенок рос счастливым. Однако, работая продавцом, он не может оплатить квартиру и их выселяют. Крис решает устроиться стажером в брокерскую компанию, рассчитывая получить должность специалиста. Вот только на протяжении 6-месячной стажировки он не будет получать денег. Оправдается ли затея? Не слушай никого, кто скажет:
Будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Понял? Понял. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель. Добейся. И точка. Очень трогательная военная драма, снятая по одноименному книжному бестселлеру «Мальчик в полосатой пижаме». Это история, происходящая во время Второй мировой войны и показанная сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего Бруна, 8-летнего сына коменданта концлагеря. Однажды он знакомится с еврейским мальчиком по имени Шмуэль, который носит полосатую пижаму и живет по ту сторону забора. Между детьми завязывается дружба, и пока они даже не догадываются, насколько разные у них судьбы и что их ждет впереди. Жалко, что ты забыл шоколад. Да, извини. Знаешь, может, ты как-нибудь поужинаешь с нами? Ты что, нельзя? Проволока. Но это ведь от животных, разве нет? Нет, это нас не выпускают. Почему? Что вы сделали? Я еврей. Закрученная фантастическая драма, получившая статус культовой среди рядового зрителя. Эффект бабочки. Эван с самого детства страдал кратковременными потерями памяти. Психиатр посоветовал ему вести дневник и записывать туда все происходящее. Однажды, спустя много лет, Эван решает его перечитать, в ходе чего осознает, что может перемещаться во времени и менять настоящее, изменяя прошлое. Вот только каждый раз, пытаясь что-нибудь исправить, все становится только хуже, и новая реальность оказывается ничем не лучше исходной. Бог говорит со мной во сне. Да? Круто. Спорим на пачку сигарет, что я это докажу. Когда отключусь, следи за моими руками и лицом. В среду мне влетело за рисунок, к которому я не имел никакого отношения. Мама мне его так и не показала. Миссис Бозвелл! О боже! Это чудо! Достойный образец изысканного европейского кинематографа для истинных ценителей этого направления. Хористы. Франция, 49-й год. Учитель музыки Климент Матьё устраивается на работу в интернат для трудных подростков. Там он видит, каким жестоким воспитательным мерам прибегает ректор этого заведения. Сам же Матьё добродушный по натуре и не является приверженцем таких методов. И дабы наладить контакт с ребятами и завоевать их внимание, мужчине приходит в голову замечательная идея – организовать школьный хор. Постепенно, по мере того, как мой хор крепнет, я приручаю своего нового ученика. Детское счастье слишком быстро забывается. Золотистый свет горит, не угасая. Культовый фильм Мартина Скорсезе, обладатель 4 премий «Оскар», среди которых звание лучшего фильма года «Отступники». В центре сюжета двое полицейских, один из которых работает на мафию и внедрился в ряды правоохранительных органов, а другой, напротив, крот, внедренный в мафию. Когда-то давно они оба с отличием закончили полицейскую академию, однако теперь парни находятся по разные стороны баррикад. Каждый считает своим долгом выследить шпиона, но постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев. У вас рядом с Костелло есть свои люди? Может быть. А может и нет. А может, пошел ты? Если ты не под защитой у нас, значит тебя защищает кто-то другой. А это значит, через тебя на землю мистера Костелло приходят нежелательные элементы. Я просто полез в карман за сигаретами. Эй, ты что творишь? Этот чокнутый выбил зубы Джимми Мешку, представляешь? Он потянул свои руки. Он потянулся за сигаретой. Не гони волну, а? Парень потянул руку к карману. Я же не знал, букмекер он или чем он там занимается. Экранизация одноименного биографического романа, ставшего бестселлером «Дневники памяти», расскажет историю любви юноши и девушки из разных социальных слоев. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая. В итоге Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в отреставрированном старинном доме. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла, ей нужно найти Ноя и решить наконец судьбу их любви. Потанцуешь со мной? Нет, Почему? не хочу, все. Отвали, кретин! Ты со мной встретишься? Ни за что. Спрашиваю еще раз. Ты со мной встретишься? Хватит выставляться! Черт, рука скользкая. Ладно, ну все, хватит, я встречусь с тобой. Одолжение мне не нужно. Да нет, я сама хочу. Хочешь? Да!
Ну ладно, ладно, встретимся. Заслуженно попадает в топ первая часть культовой франшизы, которая насчитывает ни много ни мало 5 фильмов. «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». В центре сюжета авантюрный капитан Джек Воробей, жизнь которого резко меняется, когда его заклятый враг капитан Барбоса похищает его корабль «Черную жемчужину». Над Барбосой висит вечное проклятие, при лунном свете превращающее его с командой в живых скелетов. Проклятие будет снято лишь тогда, когда украденное золото ацтеков будет возвращено на место. Гляньте! В лунном свете видно, что мы собой представляем. Мы не живем, а потому нас нельзя убить. Но мы и не мертвы. Вам придется поверить в легенды о призраках. Вы среди них. Спортивная драма, основанная на биографии американского боксера Джеймса Брэддока. «Нокдаун» расскажет, как, потерпев несколько поражений кряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии мужчина берется за любую работу, чтобы прокормить свою семью. При этом он все еще надеется вернуться на ринг, и однажды ему предоставляется такой шанс. В последнюю минуту Джим заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира. Такое дело, мне нечем платить за отопление. В порту работы все меньше и не каждый день берут. Вы меня знаете. Было бы еще куда пойти, я бы сюда не пришел. Если вы мне сейчас поможете, буду признателен. Удачи. Джим. Извини, Джо, я... Прости. Да за что тебе это прощение просить? Господи, Джимми. После невероятного успеха фильма «Карты, деньги, два ствола» Гай Ричи, как режиссер, громко заявил о себе и спустя 2 года создал еще один шедевр, который и попал в наш топ – «Большой куш». Согласно сюжету, бандит по прозвищу Фрэнки Четыре Пальца должен переправить украденный драгоценный камень своему боссу в США. Однако кража такой вещицы привлекла внимание других бандитов, в результате чего герой втягивается в круговорот событий со множеством колоритных персонажей, и каждый из них мечтает сорвать этот большой куш. Нам конец. Какого черта вы здесь делаете? Ты знаешь этих мудаков, Эрл? Я знаю многих мудаков, но таких тупых, как эти двое, не видал еще ни разу. Несколько неожиданно, но тем не менее в топ уверенно попадает первая часть еще одной знаменитой франшизы – Ип Ман. Согласно сюжету, мастер Ип живет в достатке, ведя мирную жизнь, однако лишь до вторжения японской армии в Китай. Начало боевых действий вынуждает его браться за любую работу, чтобы обеспечить семью. Местный начальник и генерал Миура устраивает сражение за дополнительный рис между китайцами и его воинами. Однако отсутствие боевых навыков у большинства заставляет Ип Мана самому принять участие в поединках. Очередной шедевр от Мартина Скорсезе и вновь с Леонардо Ди Каприо в главной роли. «Остров проклятых» расскажет, как в середине 60-х федеральный маршал Тедди Дэниелс вместе со своим напарником отправляется на закрытый остров Шаттер. Там находится хорошо охраняемая клиника для опасных душевнобольных, одному из которых удалось сбежать. Пока маршал пытается выяснить, как это произошло, сильный ураган отрезает остров от большой земли. Но это лишь начало. Дэниелс и представить себе не может, какие испытания ждут его впереди. С другой стороны отвесные скалы. Крутой обрыв до самой воды. И пристань. Единственный путь на остров. И с острова. Добро пожаловать на остров. Я довезу вас до Эшклифа. Что-то ваши ребята на взводе, мистер Макферсон. Сейчас, маршал, все на взводе.
Основанная на реальных событиях детективная трагикомедия от легендарного Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Фрэнк Эбигнейл успел поработать врачом, адвокатом, пилотом и все это до 21 года. Мастер в обмане и мошенничестве, он также обладал искусством подделки документов, что в конечном счете принесло ему миллионы долларов. Агент ФБР Карл Хенрити отдал бы все, чтобы схватить преступника и привлечь его к ответственности за свои деяния. Но Фрэнк всегда на шаг впереди, а значит погоня продолжается. Прошу прощения. Что такое? Где тут 17-й кабинет? О, это... Продаешь энциклопедии? Нет, он выглядит как подменный учитель. Минуту внимания! Меня зовут мистер Эбигнейл. Эбигнейл. Я напишу докладную на весь класс. Сядьте на место! Простите, как вас зовут? Брэд. Брэд, ну-ка вставайте. Проходите к доске и прошу диалог номер 5. Мистер и миссис Эбигнейл, в нашей школе произошел неприятный инцидент. Ваш сын притворялся подменным учителем. Так увлекся, что провел родительское собрание и внес в план классных мероприятий посещение французской пекарни в Трентоне. Фрэнки. Невероятно трогательная лента, основанная на реальных событиях. Самая знаменитая слезовыжималка кинематографа «Хатико. Самый верный друг». Однажды университетский профессор Паркер Уилсон находит на вокзале щенка породы Акита Ину и забирает его к себе. Каждый день животное провожает и встречает с работы своего любимого хозяина. Но однажды во время лекции у профессора случается сердечный приступ и он умирает, а Хатико так и продолжил каждый день приходить на вокзал с надеждой, что его хозяин вот-вот вернется. Хати. О, старина, ты до сих пор ждешь. Хороший мальчик. Все верно. Разумеется, наш топ не обойдется без картин великого Кристофера Нолана. И первая из них – ретро-фантастика «Престиж». В центре сюжета двое лондонских иллюзионистов Роберт и Альфред. Их соперничество начиналось как дружеское, но со временем переросло в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы раскрыть секреты друг друга, при этом не замечая, как эта война отталкивает от них всех близких и мало-помалу разрушает их жизни. Тем не менее, они не собираются останавливаться, и победителем из этого противостояния выйдет только один из них. Он просто испарился? Какой же это трюк? Он должен вернуться? Должен быть... Престиж? Конечно. Запутанная биографическая драма, обладатель 4 премий «Оскар», среди которых и звание лучшего фильма. «Игры разума» расскажет о жизни Джона Форбса, лауреата Нобелевской премии по экономике. Будучи гением математики, на заре своей карьеры он сделал титаническую работу, перевернув тем самым основы теории игр, за что и получил мировое признание. В то же время он был весьма заносчивым и любимым прекрасной половиной человечества, а также страдал параноидной шизофренией, которая превратила его жизнь в череду испытаний. Если все рванем к ней, то помешаем друг другу, и она не достанется никому. Тогда мы займемся подружками, и они оттолкнут нас. Никто не хочет быть вторым сортом. А вот если ее никто не заметит, мы не будем толкаться и не оскорбим других девушек. Лишь так получим женщин. Одна из лучших работ ветерана Голливуда Клинта Иствуда как режиссера и с ним же в главной роли – Гран-Торино. Согласно сюжету, ветеран Корейской войны Уолт Ковальский после смерти жены ведет уединенный образ жизни. Правда, мужчине особо и не с кем общаться, ведь раньше по соседству жили американцы, а теперь вокруг одни эмигранты. Единственное утешение для него – это его собака Дейзи и любимый автомобиль Гран-Торино. Но однажды все меняется, Уолту приходится отойти от привычного образа жизни и взять в руки винтовку. А ты чё сюда приперся? Да так, иду в Коннор-спот. Хочу купить диски. Все клево, брат. Ты что ему брат делал? Назвал тебя брат. Да брось, все путем, брат. Все путем, да? Лучше заткнись. Эй, вы чё, парни? Дай ему пинка. Пусти! Сейчас пустим. Он чё себе думает?
Не замечали, что судьба время от времени сводит вас с тем, кого лучше обходить? Со мной, скажем. Вали своей дорогой, псих ненормальный. Стреляет. Твою мать! Ну, хватит, папаша. Завязывай. Мигом в машину. В машину, давай. Что за хрень с братом ты здесь нес? Так этим такой брат не нужен, и я не виню их. А теперь уноси отсюда свою бледную ирландскую задницу. Счастливо. Обладатель 5 премий «Оскар», в том числе и лучший фильм, признанный успех Ридли Скотта в жанре исторической драмы «Гладиатор». В Великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Но случилось так, что отважный герой, готовый сразиться с любым противником, оказался бессилен против придворных интриг. После предательства Максимус становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом Колизее, на арене которого и встретится со своим заклятым врагом. Что, хотите еще? Вы еще не развлеклись? Вы же за этим здесь! Бронзу нашего рейтинга уверенно забирает себе великолепная европейская военная драма «Пианист». Фильм снят по автобиографии Владислава Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши 30-х годов. До начала Второй мировой Шпильман жил счастливой жизнью и был полностью погружен в искусство, пока территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь всех евреев меняется, их помещают в Варшавское гетто, запрещают работать, унижают, заставляют носить отличительные повязки, а через некоторое время отправляют в концлагерь. Шпильман! Иди, кретин! Галина! Мама! Ты что творишь, Шпильман? Я спасаю тебе жизнь! Не бежать! Подождите. Что ж, вот и отправились в печку. Второе место, серебро рейтинга, достается культовой работе Кристофера Нолана, обладающей 2 премиями «Оскар» «Темный рыцарь». По сюжету Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С помощью лейтенанта Джима Гордона и прокурора Харви Дента он намерен очистить улицы Готэм-Сити от преступности. Сотрудничество оказывается эффективным и обнадеживающим, но вскоре герои обнаруживают себя посреди хаоса, развязанного восходящим криминальным гением, известным напуганным горожанам под именем Джокер. Как насчет фокуса? Я заставлю карандаш исчезнуть. Та-дам! Он испарился. Какой же фильм смог потеснить легендарного «Темного рыцаря» Кристофера Нолана? Конечно же, финальная часть не менее легендарной трилогии «Властелин колец» и ее 11 статуэток «Оскар». Причем любая из 3 частей имеет одинаково высокий рейтинг и смело может претендовать на первое место. В общем, сюжет трилогии следует за хоббитом Фродо, идущим в поход с целью уничтожить кольцо Всевластия. Тем временем наследник трона Арагорн и волшебник Гендальф объединяют народы Средиземья для противостояния армиям темного властителя Саурона. Возможно, наступит день, когда мужество оставит род людей. Но только не сегодня! Сегодня мы сразимся! Ну что ж, надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, а также посетите мою группу ВКонтакте, там тоже очень много интересного. Ну и погнали вместе изучать удивительный мир кино.